сейчас нахожусь на вершине города Финистрат. Он был основан еще в XII веке. И уникальность этой локации в том, что он расположен у подножия горы Почкампана, которую обожают любители хайкинга. Я сама туда поднималась несколько раз. Воздух здесь просто невозможно. Вам очень хочется передать запах. Эта гора усыпана хвойными деревьями разных сортов, а также большими кустарниками розмарина и местными оливковыми рощами. А сам Финистрат – это просто скрытая жемчужина, о которой хорошо знают туристы из Северной Европы. Например, у датчан, у бельгийцев, у шведов, у норвежцев, у голландцев есть стабильная, выработанная десятилетиями привычка здесь проводить зиму. Здесь очень развит велосипедный спорт, и даже тренируются знаменитые команды Тур де Франс. И даже эмиратская команда велосипедная постоянную базу здесь имеет, недалеко, буквально 25 минут езды отсюда, в городе Альвир. Сам Финистрат имеет несколько гор. Вот эта гора Почкампана, вот это Сьерра Кортина. У подножия этой горы находится элитный район, это местный Беверли-Хиллз, в котором расположены самые шикарные виллы, но также там есть достаточно доступное для инвесторов жилье. Можно купить таунхаус от 350 тысяч евро, а виллы на этапе строительства можно купить от 600 тысяч евро, но уже законченные, достроенные, они стоят выше 1 000 000 евро. Я обожаю эту локацию, каждый раз прихожу сюда и хочу здесь просто остаться, чувствую себя как в раю. Вот позади у меня за спиной это восстановленная часовня еще 12 столетия. И вот этот костел восстановлен на месте старинного, такая в виде маленькой часовни. Она действующая, мы только что слышали звуки колоколов. А здесь большое количество туристов. Из Бельгии мы только что встретили, из Нидерландов. Глянь, вот так она выглядит изнутри. Крошечная совсем. Вид отсюда начинается от Санта-Пола. Мы вчера ездили туда, это рыбацкая деревушка, где вы попали на рынок, куда рыбаки свозят весь свой дневной улов. И там можно насладиться просто всевозможной местной свежайшей рыбой. Мы сидели в классном ресторанчике прямо на берегу Средиземного моря. И сегодня мы видим эту локацию с вершины города Финистрат. Вдалеке, ехать туда ровно 15 минут, находится город Бенидорм, в котором традиционно с 70-х годов прошлого столетия, когда он из рыбацкой деревушки превратился в город-курорт, сюда приезжают британцы. Это, скажем так, Бенидорм – это британский город. Они оккупировали его своими группами, то есть там очень много баров fish and chips, но, конечно же, они не могут претендовать на уникальное владение этим городом, потому что его захватили все туристы из Северной Европы. Как вы знаете, у них холодное, короткое лето и долгие зимы, поэтому они здесь предпочитают иметь квартиры как second home свой, для них они стоят очень дешево. То есть квартиру в новостройке можно купить сейчас от 250 примерно тысяч евро и выше, но это будет two bedroom и гостиная с кухней, то есть по сути трехкомнатная квартира с огромными террасами. И в этом видео, если вы досмотрите, сегодня я покажу вам пример такой квартиры. Я ее купила для себя пару лет назад во время строительства, и сейчас наслаждаюсь ей, когда приезжаю сюда по работе, подыскивать такие проекты для своих клиентов из Америки и Канады. Хочу вам показать, насколько здесь классно реально иметь недвижимость. Это стабильный доход круглый год. То есть летом там 100% occupancy rate, это занятость квартиры в аренду туристами, которые приезжают на несколько недель, дней. А зимой, начиная, наверное, с ноября, скажем так, здесь снимают жилье на несколько месяцев те же жители Северной Европы. И после ковида здесь стали жить айтишники,
которые просто наслаждаются тем, что они могут работать на удаленке, ну и тех, кто имеет бизнес онлайн. Здесь очень крутые школы, британские, начиная от детского садика, заканчивая подготовкой к колледжу. Американские школы здесь есть, а также просто бесплатные испанские двуязычные школы. То есть здесь созданы все условия для того, чтобы вы могли жить просто и наслаждаться жизнью, работая на удаленке. Если же вы не хотите здесь жить, а хотите инвестировать, это просто одно из лучших мест. Буквально 8 минут езды до торгово-коммерческого центра Ля Марина, в котором можно насладиться шопингом, ресторанчиками, бутиками, продуктовые магазины, большие супермаркеты. Все собрано в одном месте. Это Carrefour, и Lindt немецкий, и, конечно же, местная Меркадона. Настоящие farmers market, где вы можете еще купить овощи, фрукты от фермеров здесь несколько раз в неделю. Это отдельный совершенно экспириенс, и, конечно, этого уже давно нету в Америке. Мы сейчас с Анютой едем в Ля Марину на шопинг. Мне показывает всего 7 минут. Будем проезжать мимо гольф-полей, которые находятся просто тут в 3 минутах езды, что тоже является большим бонусом для туристов. И сейчас мы из старинного города Финистрат плавно перетекаем в Бенидорм. Здесь, видите, оливковые рощи невероятные. Дороги тут просто идеальные. Ни крючка, ни задоринки, гладкие, лучше, чем в Америке даже. Совершенно ответственно вам заявляю. Вот, видите, официальный знак выезда из Финистрата, но те новостройки, которые я вам буду показывать, они находятся между бывшим пустырем, между Финистратом и Бенидормом. И сейчас это полностью новый район. Видите, новые виллы двухэтажные, цены на них в процессе строительства стартуют от 600 тысяч евро и потом дорастают до 850 тысяч евро. Вон краны, это все новостройки уже нового качества, красивые, все белое, террасы огромные, руфтопы, здесь их называют солярии. Везде есть охрана, gated въезды, то есть которые только по пультам управления для жильцов. Здесь также популярен бизнес для инвесторов, как покупка земельных участков и новое строительство. Здесь можно строить мини-отели. Несколько таких инвестиционных проектов есть у меня сейчас в наличии. И там очень низкая цена входа, там от 130 тысяч евро можно купить гостиничный номер и также зарабатывать до 15% годовых на сдаче в аренду. Если вы хотите, например, спланировать здесь свою будущую пенсию, а есть много оснований. Почему? Потому что здесь вторая страна, вторая локация по продолжительности жизни признана официально ВОЗ после Японии. То есть здесь вас ждет долгая, здоровая, красивая жизнь. Цены на медицинские страховки для пожилых людей здесь минимальные. То есть 90 евро в месяц, полное покрытие. Можно застраховать своих родителей, либо себя в будущем. Чего не скажешь об Америке, это речь там идет о $1000 в год. Вот здесь это все есть. И также присутствует бесплатное государственное страхование. Стоимость жизни здесь достаточно низкая по сравнению с Америкой и Канадой. Но я думаю, что если мы берем Европу северную, дорогие такие страны, как Норвегия, Голландия, Дания, то, конечно же, не зря пенсионеры из этих стран выбирают здесь себе жилье для пенсии. Ну и если совместить заработок денег и здоровую жизнь, то это идеальная локация. Если вы сейчас по какой-то причине не можете или не хотите сюда переезжать, можно купить квартиру на стадии pre-construction. Это когда мы выбираем для клиентов проекты до стадии строительства. Это еще минимальные цены и возможность просто купить себе жилье по минимальной возможной цене. Вы оплачиваете за время строительства порядка 40% от стоимости объекта в рассрочку без процентов.
А когда объект завершен, девелопер вводит его в эксплуатацию, и наш адвокат оформляет для вас кредит под очень дешевые европейские банковские проценты. Это от 2 до 4%, что по сравнению с Америкой это вдвое-втрое ниже просто. И вы сдаете потом эту недвижимость в краткосрочную аренду через управляющую компанию профессиональную. В этом смысле здесь все чисто прозрачно. У вас есть кабинет, в котором вы видите все брони своей квартиры, вы видите полностью все цифры, стоимость аренды за ночь, формируете финансовые отчеты. То есть вы не занимаетесь вообще активно этой инвестицией, это пассивный доход. И аренда покрывает полностью все расходы, то есть и кредитный платеж, он очень низкий получается, и коммунальные услуги, отсутствие налогов на недвижимость в том понимании, как они есть в Америке и в Канаде. Например, во Флориде это 1,7% годовых, что порядка в районе 10 тысяч долларов в год вы будете платить во Флориде, да. Здесь, конечно, это первый налог идет и единственный, это на покупку недвижимости, это плюс 10% НДС, но зато потом ежегодно ваша квартира будет вам обходиться порядка 300 евро в год. И то же самое могу сказать про стоимость страховки. Во Флориде, где я живу и работаю как риэлтор много лет, там у нас страховка порядка $300 минимум в месяц. То есть в год это от 3 до 10 тысяч долларов в зависимости от стоимости объекта. Здесь 200 евро в год за новостройку, за квартиру two bedroom. Вы будете платить всего лишь страховки, и эта страховка будет просто перекрываться многократно прибылью от аренды. То есть вы будете иметь пассивный доход, вот, постоянный кэшфлоу в евро. И если вы захотите приехать, как я, отдыхать со своей семьей, я приезжаю сюда раз в году на месяц со своими детками, у меня подростки, и они здесь находят чем заняться, то есть это море, во Флориде есть океан, но здесь они приезжают за тем, чего нету в Америке, это история, это местная кухня, это общение, очень веселые, здесь есть целые улицы в Бенидорме, баров, ресторанов, клубов. И хайкинг, конечно же, хайкинг. То есть, когда вы узнаете местную традицию испанцев ходить ночью большими компаниями друзей на хайкинг, это просто невероятно. То есть одеваются налобные фонарики, детки разных возрастов, взрослые, все идут дружно через гору несколько километров, чтобы делать это летом, не во время дневной солнечной погоды, а в прохладе и красоте. Открывается, видите, справа идут новостройки, и прямо просто завораживающий вид Средиземное море и высотки Бенидорма. А вот видите проект, новостроечка. Я вам сегодня уже покажу готовую квартиру в лучшем районе. Это там, где я себе и своим клиентам из Америки купила. Бенидорм – это просто местный Манхэттен. И что классно, в Бенидорме есть аквапарк, есть тематический парк, есть зоопарк, есть все, чтобы чувствовать себя прям в цивилизации. И самое главное, что отсюда до международного аэропорта Аликанте 35 минут по трассе. Также ходят поезда по всей Испании, в Мадрид можно добраться, в Валенсию, в Барселоне, как на поезде, так и очень дешевыми внутренними европейскими авиарейсами до любой столицы европейской. Видите, мы ехали с вами 7 минут от старинного тысячелетнего Финистрата до местного Манхэттена, испанского Бенидорма. И вот по финишной прямой мы через 5 минут можем быть уже у пляжа, но мы выбрали шопинг-молл. Вот она, Ля Марина. И вот вы видите уже, тут самый вот такой большой торгово-коммерческий центр. Здесь одежда, мебель, декоры, продукты. Вообще все, что необходимо, просто в одном месте. Кафешки тоже. Если мы выбираем Финистрат, он очень популярен также для аренды. Здесь он представлен старым, старинным жилым историческим фондом.
Но я выбираю новостройки для своих клиентов, потому что прежде всего это очень выгодно. То есть купленное новое жилье прослужит вам без ремонта, без затрат на ремонт много лет, десятилетиями. Да? Какие-то косметические небольшие ремонтики, они перекрываются страховыми компаниями, как всегда. 8 минут сюда ехать от проектов, 8-10 минут от проектов, которые я предлагаю на Коста-Бланке. И также есть очень много красивых городов, таких как Алтея, которые находятся в 25 минутах езды отсюда. Излюбленное побережье Авенира, где я сказала, тусовка велосипедных команд. Рядом Аликанте, такой деловой уже больше центр. И всего 1,5 часа езды на машине до Валенсии. Пойдемте просто погуляем. Прогулка по моим любимым местам. Я сюда прихожу каждый раз, наслаждаюсь всем: атмосферой, вкуснейшей едой, свежей выпечкой, утренним кофе, звоном колоколов этой церквушки. Вообще городу этому больше 1000 лет. У него древняя история. И в то же время мы видим, тут, видите, реконструкция, стекло, красиво. Вилледж, деревня, была основана в 1280 году Педро III Великим. Здесь керамические плитки римского периода найдены были, да, ассоциирующиеся с бронзовым веком. А еще испанцы очень любят своих котиков. Видите, как сделано? Так раз, ступенечка и домик домой. Здесь все дышит историей. Испанцы очень светлые, добрые люди, невероятно приветливые. Атмосфера просто такой расслабленности, доброжелательности, в общем, всех вибраций света и любви. Какая красота! Маленькие вот эти сказочные терраски. Смотрите на этот балкончик. А в конце этого видео я хочу вам показать как раз готовые квартиры, как выглядят квартиры, в которые я проинвестировала деньги для краткосрочной аренды и собственного удовольствия. Смотрите, как мило. Очень нравится мне, как они делают эти террасы. Хочу повторить такое дома во Флориде. У нас тоже растут эти деревья. Снимаю видео, инструкцию для моего мужа, как он должен сделать нам террасу. Обещала вам показать инвестиционную квартиру, и сегодня у нас будет экскурсия очень подробная. То есть квартира, здесь они называются бунгало, хотя это в принципе обычно two-bedroom, two-bathroom квартира. Проходите, пожалуйста. Строители сдают такие квартиры в эксплуатацию уже полностью с ремонтом, с готовой оборудованной кухней. Все, что остается купить инвестору, это мебель в гостиную и спальни, и на террасу, и квартира готова к аренде. Сначала я вам покажу эту квартиру, и потом расскажу по финансам, то есть за сколько она была куплена, сколько заработал покупатель на ее стоимости и как ее сдают в аренду. То есть, итак, осмотр квартиры мы начинаем с кухни. То есть кухня, она небольшая, но идет полностью оборудована техникой. Здесь есть духовка, здесь есть микроволновая печь, есть посудомоечная машина встроенная, холодильник встроенный. То есть практически все, что нужно потенциальным арендаторам, людям, которые приезжают в отпуск в страну, в локацию, где очень много ресторанчиков, кафешек. То есть все-таки кухня, она должна быть. Ну, и она здесь присутствует, очень достаточно классная, высокого качества. Дальше у нас идет гостиная. По требованиям Airbnb и Booking и для улучшения occupancy rate, повышения, чтобы квартиру чаще снимали. Здесь стоит диван, который раскладывается. Здесь как минимум двуспальное спальное место. Но также в квартире есть спальни полноценные. Что нужно знать об испанцах? Они традиционно проводят очень много времени снаружи, то есть квартиры испанские имеют небольшие спальни.
комфортные. Здесь мы видим сейчас с вами спальню. Я приоткрою окошко. Видите окрестности? То есть мы находимся в 8 минутах. Вчера мы ехали вот с Анечкой, которая меня снимает, 8 минут до пляжа. Строительство этого поселка еще заканчивается. Практически на 99% выполнено. Осталось пару вилл. Если вы посмотрите, здесь у нас видно бассейн. Бассейн, спортивная площадка, детская площадка, подземный паркинг. Вот. И двухэтажные бунгало, каждая из которых имеет на первом этаже и на втором этаже отдельные двухспальные two-bedroom квартиры. Итак, мы с вами остановились на спальне. Спальня имеет здесь шкаф-купе, достаточно комфортный. Там лежат наши вещи, мы тут ночевали. Открывать не будем. Здесь в каждой спальне отдельный полагается санузел. То есть очень классно, что здесь, естественно, испанская керамика фирмы Роса. Она входит изначально в комплектацию, то есть ничего китайского здесь нету. Кафель, керамика, вот все, сантехника. Душ комфортный, постельное белье, подушки, шампуни. То есть все, что необходимо для комфортного отдыха, здесь всегда прилагается. Здесь второй санузел. Вот, кстати, на заметку тем, кто живет в Америке даже новостройки не имеют элементарных подвесных унитазов. То есть американцы об этом не знают. Тут они есть. Вот это удобно для уборки. Пол качественная керамика. И здесь вторая спальня с видом на гору Сьерра Картина. Ночью мы открывали окна, свежайший горный воздух, который пахнет сосной. Кровати здесь, опять же, для удобства сдачи в аренду, она может сдвигаться вот в одну двуспальную кровать или отдельно стоящие. То есть спальни были оборудованы согласно рекомендациям управляющей компании, которая сдает квартиры в аренду. Точно так же комфортный встроенный шкаф. Вот. И дальше мы переходим на любимые испанцами террасы. То есть испанцы и люди, которые сюда приезжают на отдых, конечно же, хотят проводить как можно больше времени снаружи. Стиральная машина, да, сушильная. Вот здесь у нас также терраса оборудована столом. Вчера мы здесь прекрасно ужинали. На втором этаже квартира оборудована балконом. И вот, сидя на балконе, мы можем с вами наблюдать Средиземное море, да, видеть инфраструктуру. Посмотрите, вот там есть и поле для футбола, отличный бассейн, который работает круглый год, то есть его никто не спускает зимой, потому что зимой здесь очень тепло, 16 градусов тепла – это минимальная здесь температура. Вот. И если вы обратите внимание, на первом этаже квартиры они идут с большими террасами, и из них уже можно прямо выйти к бассейну. Внутри на первом этаже квартиры точно такие же. Как я сказала, ехать до инфраструктуры городской 8 минут до пляжа, ровно 4 минуты до торгового центра Ля Марина. То есть там у нас полный шопинг-молл полноценный. Здесь у нас установлено джакузи на 4 человека. И я думаю, что мы продолжим наш с Анютой отдых здесь сегодня. Эта терраса, она равна по площади всей квартире. То есть тут 70 квадратных метров. Можем увидеть отсюда застройку. То есть активно застраивается город Финистрат. То есть это, по сути, уже пригород Бенидорма. Сам старинный Финистрат мы с вами вчера снимали. На горе был, да? Здесь у нас... Территориально мы ближе к Бенидорму, но застроен был большой пустырь, и теперь это тоже считается территориально город Финистрат. Вот такая квартира с террасой стоила немножко дороже, чем квартира на первом этаже с большими террасами, терраса с солярием. Здесь это называется солярий. Здесь можно ставить барбекю, кто-то ставит джакузи, кто-то не ставит. Можно просто качественно отдыхать. Здесь непередаваемый воздух. Видите, у нас рядом роща из хвойных деревьев. Итак, по цифрам. Квартира покупалась, то, как я
рекомендую всегда своим инвесторам на стадии pre-construction, как минимум за полгода, год до того, как девелопер начинает строительство. То есть ограживается земельный участок, получаются все полностью разрешения на строительство и открываются продажи. И девелопер продает, естественно, самые первые квартиры по наименьшей цене. То есть вот эта квартира была зафиксирована в цене за 220 тысяч евро. Вот, отдельно шоу-паркинг, подземное место в паркинге и кладовка. Паркинг стоил 10 тысяч евро, 2500 евро кладовка. Это полноценная комната большая, где собственник квартиры, который приезжает отдыхать сюда, может хранить свои вещи личные. И в остальное время квартира, как вы знаете, сдается в аренду управляющей компании. За время строительства стоимость этой квартиры выросла до 350 тысяч евро. Если мы берем без мебели. И с мебелью это 370 тысяч евро рыночная цена. Для жителей Евросоюза, Америки, Канады, либо держателей других паспортов, но кто имеет налоговые отчетности, налоговые декларации в этих странах, возможно получение кредита на аналогичные квартиры до 60-70% от стоимости квартиры. Кредиты в Испании очень дешевые по сравнению с Америкой. В Америке, например, сегодняшние рейты от 6,5 и до 10% годовых, если вы берете у частных лендеров деньги. Здесь ставка на сегодняшний день от 2 до 4%. Зависит от вашего кредитного рейтинга, от вашего статуса в стране, от ваших доходов. То есть практически втрое дешевле, чем в Америке. Квартира это сдается в аренду круглогодично. То есть самый высокий сезон, естественно, летом. Июнь, июль, август, сентябрь. То есть потом, когда студенты уезжают, сюда приезжают пенсионеры из Северной Европы, которые относятся к Коста-Бланка. Это я вот сейчас приведу пример для американцев. У нас во Флориде есть snowbirds. Это люди, которые приезжают к нам на зиму греться из северных штатов Америки либо Канады, где холодно, а во Флориде тепло. Точно так же здесь есть свои snowbirds. Это жители Северной Европы. Это норвежцы, голландцы, шведы, бельгийцы, датчане. Поляки, кстати, сейчас очень активно сюда приезжают. То есть здесь приезжают самые такие благоприятные туристы, это спокойные, более старшего возраста люди, которые хотят перезимовать здесь зиму, либо приезжают уже айтишники, так как они работают удаленно, либо люди, у которых бизнес налажен так, что работают онлайн. Они здесь находятся круглый год или снимают себе в те времена, когда в Европе холодно. Поэтому occupancy rate здесь очень высокий. В среднем по году это 70%, летом это 100%. И в зимний период 60-70. Приносит ROI, это кто знает, кто из вас инвестор, это доходность, которую мы считаем с вами проценты годовых, порядка 9% в год. Плюс у вас при покупке таких объектов на стадии pre-construction, то есть стоимость возрастает вот в данном случае с 220 тысяч евро до 350, да? То есть это практически на 50%. Чтобы так выиграть и заработать на стоимости, на росте стоимости, чтобы капитализация, скажем так, ваших инвестиций выросла, необходимо, конечно, очень быстро принимать решения. Потому что когда объявляется о продаже таких объектов, по сути, девелопер дает информацию брокерам по недвижимости, с которым он сотрудничает, дает такую информацию быстро. И те инвесторы, которые быстренько решают, опытные в основном, да, люди, которые понимают четко, что время – это деньги. Таким образом покупают самые дешевые квартиры. Продав определенное количество квартир, как правило, через 2 месяца цена повышается. То есть каждые 2 месяца на 5%. И вот таким образом за время строительства, то есть цена вырастает до 50% в зависимости от выбранной локации. Какие еще условия девелопера вам надо знать? То есть если вы знаете, что вы сдаете налоги в странах Евросоюза, либо Америки, либо Канады, условия покупки следующие. За время строительства вам необходимо частями, без процентов, выплатить 40% стоимость квартиры. От общей цены 40%. Как правило, это 20% при подписании договора, и потом в течение 2 лет остальные деньги оплачиваются частями. Когда дом достроен, строители сдают его в эксплуатацию, и вы начинаете оформление банковского кредита через наших юристов.
И вам даже не нужно приезжать в Испанию, то есть вы отправляете доверенность на нашего адвоката, и вам полностью оказывается помощь в оформлении кредита и оформлении квартиры для вас. В этом комплексе, например, имеют квартиры несколько моих клиентов из Америки, которые сюда сами приезжали отдыхать спустя, наверное, практически год после того, как квартиры были ими куплены онлайн и сдавались успешно в аренду. Если вы хотите узнать больше о регионах Коста-Бланка, где выгодно покупать такие квартиры, где выгодно инвестировать, если вас интересуют, какие здесь школы, магазины, инфраструктура вообще, сколько здесь вы заработаете на стоимости жилья, сколько стоит аренда, обращайтесь ко мне по телефонам, которые вы видите под видео. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить другие важные видео. С вами сегодня была я, Виктория Волынец, и до встречи. Спасибо, что смотрите.